Приветствую вас на канале Wow Nails Design. Подготовил для вас очередное залипалово. Смоделируем вот такие вау-ноготки. Дизайн просто свел всех с ума и подойдет на любое время года и мероприятие. Такая своего рода классика залипательных маникюрчиков. Не могу не похвастаться очередными кайфиками от торговой марки Уна. Молочно-белый моделирующий гель для укрепления, ремонта и донаращивания ногтей во флаконе для легкого и быстрого нанесения. Требует предварительного нанесения базы тонкой подложкой. Использовать можно каучуковый раббер или эластик. Я буду использовать как раз вторую. Также у меня прозрачный моделирующий базовый гель, как и предыдущий молочный, тоже для укрепления, ремонта и донаращивания, такой же прочный, совмещает в себе свойства каучуковой базы и твердого геля. Глянцевый топ без липкого слоя Diamond Sheet действительно супер блестящий и кристально прозрачный. А самое приятное — это работать им. Он достаточно жидкий, поэтому тонко ложится и не дает никакого лишнего объема. И, конечно же, выравнивается вообще за 1 секунду. Ну и, конечно, самые красивые, вкусные и востребованные цвета. Супер плотные, насыщенные гель-лаки, нанесение в один слой легко и отлично ложатся и просыхают. Работать ими просто мега приятно. По максимуму старалась передать весь кайф от работы с ними и максимально реалистично передать все вот эти оттенки и цвета. Любимчик практически всех клиенток, такой розово-лиловый, очень нежный и мягкий, с какой-то все-таки легкой неоновой ноткой. Безумно красивый, я называю его неоново-персиковый. Вроде и пастелькой его не назовешь, и не назовешь его неоном. Неоновый банановый. Да, он смотрится таким очень насыщенным, ярким желтым, и вместе с этим он с какой-то такой легкой, мягкой ноткой. Очень нежный, красивый, мятный, такого вот действительно правильного оттенка, не голубой, не зеленый. И супер насыщенный, вот такой насыщенно голубой. Его синим нельзя назвать и нельзя назвать его голубым, и при этом он очень-очень яркий, очень насыщенный. И такой вот светло-бежевый или кремовый. Вот такие вот красивые, мягкие, вместе с этим яркие красавчики теперь дополнили мою палитру. И приступим. Предварительно выполнила маникюр. Но у меня, скорее всего, это такой символический сейчас процесс, потому что каждую неделю делаю маникюры, что-то на себе пробую, снимаю. Поэтому они у меня не заросшие. Что-то где-то подшлифовала. Тщательно вытерла от пыли и обезжирила. Моделировать буду ногти на свои любимые миндальные верхние формы. Они достаточно жесткие и с более глубокой аркой, чем у аналогичных. Уголки маникюрными ножничками я немножко подрезала, чтобы форма подходила в зоне кутикулы, более округлой стала. Сначала подбираю формы по размеру, смотрю, чтобы точки вроста были хорошо прикрыты и в стресс-зоне было достаточно места для необходимого количества материала. Итак, все формы по размеру подобрала и выкладывать буду полигель. Использовать буду такой нежно-розовый, молочно-розовый. Он у меня также торговой марки Уна. Очень удобно, что он в тюбике, без всяких шпателей. Сразу можно наносить в формы. Стеклянный стаканчик набираю 3-4 нажатия антисептика. В нем буду смачивать кисть, чтобы она не прилипала и чтобы мне разгладить полигель. Выдавливаю горошину полигеля в форму. И кистью, смоченной в этом антисептике, приминаю, распределяю полигель внутри формы. Точно так же выдавливаю по горошине и во все остальные формы, и по очереди их также кистью распределяю. Все формы с полигелем у меня теперь готовы. Не просушиваю, откладываю их пока в сторону. Ноготки промазываю бескислотным праймером. Затем наношу базу. И овальной кистью, такими втаптывающими движениями, распределяю. Просушиваю 30 секунд и теперь перейду к самому моделированию, буду устанавливать формы. Прикладываю, смотрю по осям, смотрю сбоку, что ноготок не задирается, что форма стала ровно. И после этого слегка прижимаем, потому что если буду нажимать сильно, то полигель начнет вылазить. Фиксирую фонариком возле кутикулы. Затем могу перевернуть и, если необходимо, снизу выровнять, чтобы не было затеков. Точно так же устанавливаю формы на следующие ноготки. После чего отправляю в лампу и окончательно просушиваю 1-2 минуты. Мои ноготки просохли. Вот что у меня получилось. Изнанка достаточно ровная. И снимаю, отщелкиваю формы. На среднем ногте у меня одна стеночка тонковата. Но я специально не захотела брать больше, шире форму. Иначе этот средний ноготь был бы просто огромный, намного шире и больше соседних.
Учитывая то, что далее буду делать градиент и использовать буду акриловую пудру, то она и даст мне вот это недостающее укрепление. При этом ноготь у меня получится достаточно аккуратный и носибельный. Вытираю липкий слой, твердосплавной фрезой подпиливаю вот эту небольшую ступеньку возле кутикулы. И пилочкой дорабатываю свободный край, сравниваю по длине и выравниваю по форме. Люблю вообще наращивание на эти формы и вообще вот эту длину и вот такую форму. В этот раз я решила их вот так вот заострить. Смахиваю пыль, очищаю от пыли. На палитру наставляю. Буду использовать для вау-градиента всего лишь два цвета. Персиковый с легкой неоновой ноткой и мятный. И, кстати, именно вот из таких цветов, из таких оттенков по центру грязи никакой не получается, при том, что это совершенно противоположные цвета. Достаточно тонко по половине нанесла мятный и персиковый. Кистью для градиента гребешок, разметающими движениями перемешиваю цвета между собой. Идеального градиента нам не нужно здесь добиваться. Этот слой у нас будет в качестве подложки. Таким образом выполняем градиент на всех ноготках и пока не сушим гель-лаки. Вертикальный градиент делаю кистью шириной 2 мм. У меня она прям с канцтоваров самая бюджетная кисть. На непросушенный гель-лак посыпаю мелкую акриловую пудру. Просушиваем 30 секунд, так как слой тонкий, этого будет достаточно. И жесткой щеточкой очищаем остатки пудры. После чего дублируем слой градиента. Гель-лаки очень плотные и быстро и легко самовыравниваются, поэтому градиенты получаются прям за пару-тройку движений. Ну и, конечно, опыт и техника тоже немаловажны. Я любительница, чтобы все было прям идеально и стопроцентно. Но этот градиент мы делаем под втирку, его, в принципе, можно было бы не делать таким стопроцентно идеальным. Сделать просто однотонную подложку, перекрыть белым, посыпать на него акриловую пудру, засушить и сверху уже мятным и персиковым сделать градиент. Продублировав на всех ноготках, все одновременно ноготки просушиваю 1 минуту и после этого перекрываю слегка выравнивающим слоем глянцевым топом без остаточной липкости. Топ просушиваю ровно 1 минуту, и если он сразу же из лампы, в него очень легко вглаживается втирка. У меня это что-то среднее между Авророй и Единорогом, с таким розовым и золотым отливом. Если же топ, как говорят, уже остыл, то его протираем спиртом, каким-то антисептиком, обезжиривателем, и тогда втирка точно так же легко вглаживается. Для стопроцентной носибельности торец ноготка подпиливаем пилкой 180 грит, промазываем бескислотным праймером. Затем тоненько промазываем базой для гель-лака, фиксируем 10 секунд в лампе и после этого перекрываем глянцевым топом, хорошенько запечатывая торец. Окончательно просушиваем и любуемся вау-маникюром. Что скажете? Как вам такая идея и сочетание длины, формы, цветов и, конечно же, втирки и исполнения? Надеюсь, это видео вам было полезным и очень понравилось. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. А также подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых видео!